Здравствуйте, друзья! Когда наступит глобальный голод. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Автор статьи Big One. Посмотрите внимательно мое видео и послушайте тоже внимательно. Возможно, это видео будут пытаться удалить или не дать ему быть увиденным. С началом 2019 года в России вступили в силу изменения в налогообложении на землю, которые в народе немедленно окрестили налогом на огород. Но все намного страшнее. Те, кто нами управляют, хотят лишить народ возможности кормить себя самостоятельно и неподконтрольно. Это даст им возможность одним движением руки включить голод на всей планете. И эта опасность докатилась и до России. Статья 10.12. Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений. Влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до 500 рублей, на должностных лиц от 500 до 1000 рублей, на юридических лиц от 5000 до 10 тысяч рублей. Комментарий к статье 10.12 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Объектом правонарушения являются общественные отношения в области деятельности по производству, заготовке, обработке, хранению, транспортировке и использованию семян сельскохозяйственных и лесных растений, а также организации проведения сортового и семенного контроля в Российской Федерации. Предметы – семена и части сельскохозяйственных растений, клубни, луковицы, плоды, саженцы, собственные семена и другое, применяемые для воспроизводства сортов сельскохозяйственных растений или для воспроизводства видов лесных растений, обладающие сортовыми и посевными качествами. Вот такие статьи внедряют в законы наши чиновники с подачи западных кукловодов. На самом деле ситуация намного мрачнее, чем может показаться на первый взгляд, что лишний раз подтверждает попытка обсуждения этой темы на форумах. Как только кто-то где-то делает пост про этот новый административный кодекс, моментально набегает с десяток троллей, которые начинают визжать про передергивание фактов, про вбросы и про попытку оклеветать возлюбленное руководство страны. То есть троллям дали команду ФАС. И это лишний раз говорит о важности темы глобализации рынка продовольствия, которая, похоже, уже вступила в завершающую стадию, и альтернативы восковым яблочкам в магазинах уже нигде на планете почти не осталось. Хотя история с выжиманием с рынка продовольственных мелких собственников началась еще как минимум лет 40 назад, антиглобалисты забили тревогу только в конце 1990-х, обратив внимание публики на обвал разорения мелких фермерских хозяйств по всему миру. И каждый раз официальные причины этого были разные. В развитых странах глобалисты действовали мягко, очень постепенно завинчивая гайки и год от года делая так, что содержание фермы становилось людям невыгодно. Последний пример – Европа, где время от времени какие-то надзорные органы начинают пристально следить за яйцами, например, обнаруживая там сальмонеллы или еще что-то там. В результате поедания этих сальмонелл несколько десятков человек по всей Европе получают, как и положено, расстройство пищеварения, о чем моментально начинает верещать вся пресса, в деталях описывая страдания заразившихся. И как реакцию на эти гневные статьи, надзорные органы немедленно предлагают всем фермерам купить какую-то установку за 100 тысяч евро, которая стерилизует продукцию птицеводства. А поскольку 100 тысяч евро – деньги неподъемные для большинства фермеров, то фермеры, поставляющие на рынок яйца, разоряются. И по той же схеме надзорные органы ведут не спеша борьбу с людьми, выращивающими коровок и кукурузу, стимулируя их заняться другими делами. Однако мягкое уничтожение бизнеса было только в Европе и в США. В Аргентине, например, которая вторую половину прошлого века заваливала мир продовольствием, в конце 1990-х глобалисты замутили беспрецедентный экономический кризис, по итогам которого кто-то скупил почти все сельскохозяйственные земли, на которых уже 20 лет практически ничего не выращивают.
И зачем их тогда покупали, даже непонятно. В ЮАР, другой фермерской стране, вдруг началась резня белых фермеров. И страна тоже ушла с рынка продовольствия. А в Австралии по непонятной причине из года в год пошли засухи. И там даже самые упорные фермеры разоряются. В итоге всех этих манипуляций сложилась ситуация, когда производством продовольствия какие-то большие конторы занимаются глобально, что позволяет им в полный рост использовать, например, продукцию ГМО. Не нравится ГМО? Тогда покупайте там, где никаких генных модификаций нет. Но таких мест на планете почти не осталось. Ситуация сама по себе сложилась печальная, поскольку людей лишили выбора. Однако, что еще хуже, лишив людей выбора альтернативного источника продуктов питания, их поставили перед угрозой общепланетарного голода. Завтра, например, какая-нибудь Monsanto Company сообщит, что больше не продаст фермерам семена для нового урожая или заломит за них цену, как за алмазы. И что фермерам тогда делать? Сеять свое? Но своего почти нигде ни у кого нет, поскольку глобалисты по всему миру планомерно внедряют тот или иной административный кодекс, который пользоваться своими семенами фермерам запрещает. В лучшем случае за это выпишут штраф, а в худшем вообще запретят заниматься сельским хозяйством и отберут землю. В этой угрожающей ситуации как-то особняком стояли некоторые страны, в частности Россия, которая на западном благодроме рассматривалась как некий ковчег, который не даст планете вымереть без еды. В США, например, запрет на использование своих семян фермерами действует очень давно, а в России подобная идея традиционно вызывала смех. Но теперь, как видим, уже не до смеха. Административная бумажка напечатана, и на ее основе чиновники легко могут начать бороться с непокорными дачниками-огородниками. Не хотите брать чипы и думаете уехать из городов? Так мы вас и там достанем, поскольку есть продукты без ГМО, в мировом государстве не положено. Во всех без исключения свидетельствах мистиков, описывающих наступление эры нового мирового порядка, мировой голод описан как один из важнейших эпизодов и инструментов его преддверия. И это понятно. Стоит перестать завозить продовольствие в магазины, и народ радостно примет любую власть, которая решит эту проблему. В прошлые века, во время войн и революций, прибежищем многих жителей мегаполисов была деревня, куда убегали все, кто не хотел работать на оккупационную власть. Например, когда Третий рейх захватил Францию, половина французов, которые не пожелали строить рейху подводные лодки и получать за это питательный бобовый суп, убежала к родственникам на фермы, где и дожидалась прихода союзников. Однако победившие в итоге союзники, похоже, учли печальный немецкий опыт, и теперь с монополией Monsanto и Co. на продукцию никакой деревни нигде не будет, и голод в мире легко можно будет устроить нажатием одной кнопки. Тем более, когда в общую глобальную схему включилась с небольшим опозданием и Россия, где еду теперь можно выращивать только людям с сертификатом. Это говорит о том, что кнопку будут нажимать уже скоро, и мировой голод не за горами. Автор статьи Big One. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.